Приветствую всех на канале Favorite Fishing. Сегодняшний обзор будет посвящен обновлению в нашей линейке форелевых удилищ Arena. Я думаю, многим знакомы наши арены, которые представляют собой классические удилища для ловли форели в платниках. Ариаловля уже несколько лет стремительно развивается у нас и в некоторых европейских странах. Появляются местные особенности, что делает нашу ариаловлю отличной от японской классики. Кроме того, ариаловля стала одним из самых популярных направлений рыболовного спорта, из-за чего возникает потребность в высококлассных удилищах, которые соответствуют высоким требованиям спортсменов. Поэтому мы решили расширить линейку наших арен в топовый сегмент. Ранее мы уже проводили эксперимент, выпустили ограниченную серию арен на кольцах Fuji Tarzite. Топовые кольца очень сильно преображали изящный бланк. Многие даже не верили, что это тот же самый бланк, что и у обычных арен. Теперь мы выпустили целую серию топовых арен. Называется она Arena TZ, и как понятно из названия, она оснащена топовыми кольцами Fuji Tarzite. Но в отличие от других наших серий, где обычная и топовая версия отличаются только дизайном и фурнитурой, в Арене изменен также бланк. Геометрия бланка осталась прежней, но используется более высокомодульный карбон производства Toray модульностью 36 тонн. Бланк не покрыт лаком, а комель усилен восьминаправленной обмоткой OCG, что делает его более упругим, жестким и легким. Топовые арены более дальнобойны, чувствительны и точны. Но бланк сохранил все тот же параболический строй, который помогает не сливать рыбу при ловле безбородыми крючками, а также более быстро утомлять форель. Модельный ряд на данный момент состоит из 4 удилищ. 602 XUL с тестом до 3 грамм и длиной 1,83 м. Несмотря на низкий тест, бланк этой модели немного жестче, чем ожидается. И это неспроста, потому что данная модель заточена для так называемой ботом ловли. Это ловля с использованием рывковой проводки вибов, то есть ратлинов. Этот способ сейчас в тренде в Японии. Также она отлично подходит для рывковой анимации колебалок, что широко используется у нас. Следующая модель 632 SUL, длина 1,90 м, тест до 4 грамм. Это наиболее универсальное удилище в серии. В классической арене это был бестселлер, поэтому мы решили выпустить его и в топовой версии. Если нужно одно удилище на все случаи ариарыбалки, это именно оно. 662 UL, дальнобой. Тест до 5 грамм, длина 1,98 м. Наши платники достаточно большие, и рыба часто концентрируется на середине водоема, поэтому нередки ситуации, когда до этой рыбы нужно добросить. Именно для этих условий и разработана данная моделька. Также она подойдет любителям ловли в более тяжелом стиле, когда используются колебалки весом до 5 грамм. И, наконец, на мой взгляд, самая интересная модель в линейке 682 ULS. Это солид. Удилище оснащено вклеенным цельным кончиком. Вклейка тонкая, но достаточно жесткая. Это позволяет контролировать как микроколебалки, так и силикон, а также выполнять микроанимацию. Несмотря на наличие вклейки, это удилище отлично бросает и вяжет рыбу, потому что баланс между жесткостью вклейки и жесткостью основного бланка получился очень удачным. Этому удилищу также есть одно применение, о котором немногие знают у нас, но эта фишка очень широко применяется в Японии. Это ловля на кренке. При равномерной проводке воблера кренк форель часто его преследует и может несколько раз за проводку его прикусывать или бодать. При наличии вклейки она не чувствует сопротивления и не уходит. Естественно, при этом не нужно дергаться, а нужно спокойно продолжать проводку.
Arena TZ подходит не только для ловли форели. Она также придется по вкусу приверженцам классического камерного ультралайта. Причем благодаря более жестким бланкам им можно отлично твичить мелкие мину. А модель с вклейкой подойдет для ловли микроджигом на самые легкие веса и мормышки. Да, еще хочу рассказать про чехол. Мы такой используем первый раз. Точнее, даже два чехла. Это наружный полужесткий чехол с мягким покрытием, а также внутренний велюровый чехольчик. Красиво, удобно и практично. Кстати, увидеть и даже купить новые арены можно на рыболовной выставке, которая проходит с 7 по 10 марта в МВЦ в Киеве. А можно и не купить, а позадавать вопросы или просто пообщаться. Жду всех, не забывайте подписываться на наш канал, а также странички в соцсетях. Всем пока!